Добрый день, друзья! В этом видео я расскажу вам о дополнительных ограничениях, которые сегодня, 10 ноября, были введены московскими властями в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в столице. Сергей Собянин заявил сегодня о прекращении работ ночных клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00 с 13 ноября по 15 января 2021 года. Столичный градоначальник пояснил это тем, что с начала осени в Москве фиксируют большой подъем эпидемии коронавируса. Так, к примеру, он сообщил о выявлении 9 ноября почти 6900 случаев заболевания в Москве, что является рекордом с начала пандемии. Торговля на вынос и курьерская доставка готовых блюд будет по-прежнему осуществляться круглосуточно. Студентов городских вузов и колледжей переведут на дистанционную форму обучения. Власти Москвы рекомендуют принять аналогичное решение учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Более того, транспортные карты учащихся, переведенных на удаленку, будут временно заблокированы. Помимо этого, школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, важно соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов посетителей и работников. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей, как добавил Сергей Собянин, разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора. Ограничения не коснутся официальных мероприятий, проводимых по решению органов исполнительной власти. Приостановят работу и детские лагеря дневного пребывания, детские развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ, детские уголки в заведениях общепита и аналогичных местах развлечения и присмотра за детьми, при условии, что они расположены в зданиях, однако проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно. Как сказал Сергей Собянин, максимальные сроки ограничений были введены в том числе и из-за скорого наступления новогодних праздников, и он также надеется, что такие длительные по времени ограничения спасут тысячи жизней москвичей. Вечером выйдет мой расширенный блок главных новостей за 10 ноября, приглашаю к просмотру. С уважением, Ренат.